Друзья, добрый день! Сегодня предлагаю приготовить баранину с нутом и баклажанами. Накануне я замочила нут и утром его отварила в соленой воде. Здесь у меня чуть больше 1,5 килограмм баранины. Разрезаю ее на крупные куски. Предпочитаю сама разрезать ее ножом, так как если попросить мясника на рынке или в магазине, то скорее всего, когда он ее порубит, в мясе останутся много мелких костей. И эти остатки костей потом смешаются с овощами, и есть будет очень неудобно, если не сказать опасно. Часть жира с мяса я срезаю, но часть обязательно оставляю. Можно порезать мясо и на более мелкие кусочки, тогда есть его будет удобнее, но в этом блюде мне нравится такой более аутентичный деревенский вид. Баклажаны я не очищаю, просто разрезаю их вдоль пополам и нарезаю на полукольца. Лучше взять плотные баклажаны, где мало семян. Лук нарезаю перьями. Красный болгарский перец на крупные кусочки. Помидоры я тоже не очищаю, просто нарезаю их на крупные кубики. В толстостенном кокоте или казане разогреваю масло. Я использую растительное, но также можно вытопить курдюк. Масла нужно совсем немного, так как еще в процессе будет вытапливаться жир самой баранины. Когда мясо приобретет красивый золотистый цвет, добавляю лук. Перемешиваю, обжариваю несколько минут и затем добавляю красный перец. Еще через несколько минут добавляю баклажаны. Когда овощи пропитаются вкусом и жиром баранины, добавляю помидоры. В последнюю очередь добавляю отваренный почти до готовности нут и специи. Обязательно солю, добавляю красный острый перец, черный молотый перец и немного зиры. Все хорошо перемешиваю и заливаю горячей водой. Добавляю стручок острого перца, ставлю огонь на минимальный и накрываю крышкой. Готовлю примерно час, до готовности мяса. В конце добавляю достаточно крупно порезанную кинзу и чеснок. Даю прогреться все вместе пару минут и выключаю. При подаче добавляю немного свежей зелени. За счет того, что овощи готовятся на медленном огне, они остаются целыми. Нут не разваривается, бульон остается красивым, а мясо мягким. Спасибо вам за просмотр и желаю хорошего дня!